Сразу две области России атаковали беспилотники. Канада может передать ВСУ тысячи ракет, а США нанесли удары по целям в Ираке и Сирии. Обо всем этом и не только расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. В России неспокойно. БПЛА атаковали сразу две области страны – Белгородскую и Волгоградскую. В оперативную дежурную ЦУКС поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. По прибытию установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. Международный суд в Гааге принял иск Украины к России об искажении понятия «геноцид». Однако не все так просто. Але також важливо, що тут ми будемо доводити у суді брехню Росії щодо цього, так що не було ніякого геноциду, звичайно. Канада может передать Украине тысячи ракет класса «Воздух-Земля», которые ранее планировалось утилизировать. Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета. Добрый вечер, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. За прошедшие сутки на линии фронта произошло 77 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 2 ракетных и 86 авиационных ударов, а также совершила 46 обстрелов из реактивных систем по позициям ВСУ и населенным пунктам. В результате атак есть погибшие и раненые среди мирного населения. Сообщается, что ВСУ отразили 5 атак возле Синьковки и Ивановки в Харьковской области. Также Россия продолжает попытки окружить Авдеевку. Противник постоянно проводит наступательные действия днем и ночью. Начал использовать тяжелую технику. Танки были замечены, уже уничтожены, скажем, за эти несколько дней. Вчера, например, 2 раза были выходы пехоты с помощью боевых машин БМП, так званых. Одна из них была, повреждена, остальные все отошли. То есть они, само столкновение технику не используют. Больше на дальних подступах для подвоза БК и личного состава. Однако, несмотря на успешное отражение российских атак, Украина сталкивается с серьезной нехваткой боеприпасов. По данным Института изучения войны, РФ получает большую выгоду от неспособности Украины вести достаточную контрбатарейную борьбу. Отсутствие украинского контрбатарейного огня позволяет российской артиллерии в значительной степени разрушать населенные пункты, что делает защиту населенных пунктов практически невозможной для украинских сил. По данным аналитиков, нехватка боеприпасов может вынудить ВСУ принимать сложные решения по приоритетности участка фронта. В России этой ночью было неспокойно. БПЛА атаковали сразу 2 области страны – Белгородскую и Волгоградскую. 2 или 3, начальные были. Мы тут нужны. А что это такое? А первое, по-моему, с нефти начинает первый самогон. Сообщается, что на видео результат прилета по НПЗ «Лукойл» в Волгограде, который является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном округе. В результате взрыва начался пожар, который распространился на 300 квадратных метров. С начала года это уже 7-й нефтезавод, атакованный Украиной. В оперативную дежурную ЦУКС поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. По прибытию установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Канада может передать Украине ракеты класса «Воздух-Земля» CRV-7, которые ранее планировалось утилизировать. Как сообщает CBC, на балансе страны находится 83 тысячи ракет, которые были сняты с вооружения в начале 2000-х годов. Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета. Министерство обороны Канады признало, что рассматривает эти ракеты как часть возможного будущего пакета военных поставок. Один из представителей ведомства указал на то, что у Канады есть десятки тысяч таких ракет, однако не все они оснащены боеголовками. Власти Украины проинформировали администрацию США о решении уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет The Washington Post.
Как отмечает издание, уход Залужного, одной из самых популярных фигур в стране, может повлиять на настроение войск и подорвать доверие западных доноров. Представители Вашингтона не поддержали и не возразили против возможного отстранения. Сейчас президентская команда оказалась в такой патовой ситуации. Они хотели бы разрешить для себя противоречие, дилемму Залужного. Когда с точки зрения личных взаимоотношений, взаимного восприятия, какого-то политического контекста Залужного они уже плохо воспринимают. И они хотят его заменить на другого военачальника, другого командующего вооруженными силами. Но с учетом политических рисков это сделать крайне сложно. И они ищут какой-то паллиативный компромиссный вариант. Попытка была сделана в понедельник. Это скорее была репетиция или, скажем так, не очень подготовленная попытка. Также сообщается, что Зеленский отказался от призыва Залужного провести мобилизацию 500 тысяч человек, потому что а. этот шаг был не крайне популярен, и б. у Украины нет денег, чтобы платить такому количеству военных зарплаты. Международный суд в Гааге принял иск Украины к России об искажении понятия «геноцид». Киев утверждает, что власти РФ оправдывают войну якобы геноцидом русского народа в Украине, чего на самом деле нет. Иск был подан через несколько дней после полномасштабного вторжения. Однако не все так просто. Суд пришел к выводу, что обладает юрисдикцией для рассмотрения лишь части дела. Судьи отказались вынести решение о том, нарушает ли Россия Конвенцию о геноциде. Вместо этого коллегия из 16 судей заявила, що будет рассматривать, совершала ли Україна геноцид в окупованому Донбасі. Рішення по юрисдикції означає, що суд буде досліджувати те питання, чи вчинила Україна оцей геноцид, нібито так, про який казала Російська Федерація, і який став підтекстом для повномасштабного вторгнення. Але також важливо, що тут ми будемо доводити у суді брехню Росії щодо цього, так, що не було ніякого геноциду, звичайно, і що Російська Федерація брехала і бреше, коли вона говорить, в тому числі в стейтментах президента Російської Федерації, про якийсь міфічний геноцид. Представители России прокомментировали дело в своем стиле. Они заявили, что юридические аргументы Киева не имеют под собой оснований, а суд юрисдикции. США нанесли удары по 85 целям в Сирии и Ираке в ответ на недавнюю атаку беспилотника на американскую военную базу в Иордании, в результате которой погибли 3 солдат. Во время удара были использованы самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего радиуса действия, переброшенные США, и 125 высокоточных боеприпасов. بشامي لا تخاف. Объектами ударов стали командные и разведывательные центры, склады ракет и БПЛА, а также объекты логистики и поставки боеприпасов. 3 американцев были убиты, многие ранены. Эти атаки продолжались очень долго. И как отвечать на такое? Нужен взвешенный ответ, жесткий, многоступенчатый. Это означает, что вы сначала наносите мощный удар, а затем переходите к более планомерному подходу и действиям по позициям, на которых располагаются шиитские боевики, а также их инфраструктура и логистические пункты в Ираке и на северо-востоке Сирии. Думаю, скорее всего, будет какой-то из этих вариантов. Я не думаю, что удар по Ирану будет входить в пакет принятых мер, но, вероятно, по секретным каналам будет направлен жесткий сигнал. Если такое повторится, все ограничения снимаются, и будьте готовы к худшим последствиям. Президент США заявил, что страна начала отвечать на атаку сегодня и продолжит это делать, цитирую, где посчитает нужным в любое время. Сербский актер с гражданством РФ Милош Бикович не примет участие в съемках американского сериала «Белый лотос». Ранее МИД Украины раскритиковал HBO за сотрудничество с актером. Милош Бикович – сербский актер, который поддерживал Россию с начала полномасштабного вторжения. Теперь собирается сыграть главную роль в 3-м сезоне сериала HBO «Белый лотос». HBO. Можно ли вам работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право? В своем заявлении актер отметил, что уходит из-за внешнего давления. Мол, против него была развернута целенаправленная кампания, и это якобы может создать тревожный прецедент, омрачающий суть художественной свободы.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас и в других социальных сетях, Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.